Еще один аспект, который я хотел бы раскрыть в этой теме бизнес-коучинга, это духовный. Вот. И с духовной точки зрения бизнес-коучинг, да, коучинг, он тоже имеет свою платформу. Издревле в любой традиции вот была как бы такая некая преемственность. То есть у человека, когда возникала какая-то сложность, то есть, во-первых, была преемственность изначально неких учителей, да, неких, может быть, ну, волхвов, я не знаю, священников, да, то есть или каких-то старейшин, да, которые были всегда с рождения и которые просвещали людей, то есть которые помогали выбрать, определить предназначение молодого человека, да, там, ребенка. То есть эти вещи как бы определялись, были определенные ритуалы, и они определялись с самого детства. То есть, допустим, в ведической традиции человек, когда ребенок рождался, был специальный ритуал, когда перед ним раскладывали определенные предметы, там, молоток, там, по-моему, нож, вот, там, деньги, еще что-то, да, и в зависимости от того, куда человек зачем тянулся, таким образом и определяли его варну или его природу, то есть кем ему лучше работать, ремесленником, может быть, да, то есть воином им можно быть или заниматься торговой деятельностью, вот, либо быть ученым, либо священником, там, и так далее. Вот, то есть вся эта традиция всегда была. Вот таким же образом, то есть позже, когда человек взрослел, он находил себе, ну, духовного учителя, либо наставника, да, который помогал ему в этой жизни прогрессировать, то есть, ну, расти вертикально. То есть это всегда таким образом было, то есть и в аристократии, то есть всегда был какой-то семейный духовник или наставник, то есть или какой-то святой, да, к которому можно было обратиться по такого рода личным и духовным вопросам, который мог позволить расти, то есть вот, придерживаться вот этого вектора развития, не деградировать. Вот. Таким образом мы и в семье были старшие, как бы и в общине, и в традиции и так далее. Вот. А на сегодняшний момент у нас немногие придерживаются вот этой вот традиции, хотя она существует. Да? То есть и для нашего современного западного общества как бы вот эта авторитетность, она носит негативный характер. То есть это что-то, как бы, что сдавливает, это что-то, какой-то ортодоксальный пережиток прошлого, да, который не дает нам развиваться. Вот, но тем не менее, как бы, то есть все новое, хорошо забытое старое, как бы, и коучинг, по сути, как бы, он носит ту же самую функцию, которую давали вот эти вот инструменты в былое время, вот, и он помогает, как бы, как раз человеку развиваться. Вопрос, конечно, с какими запросами мы туда приходим. Вот. И здесь задача такая же, то есть задача создать некий образ, да, себя, создать некий свой путь и собрать вокруг себя ресурсы, вот, то есть увидеть вот эту вот цель. Вот. И проблема заключается в том, что лес, как бы, вот наших желаний, лес разных мотивов, лес предубеждений, он мешает нам увидеть вот эту вот цель нашу, да, с ней соединиться. И поэтому нужен человек извне. Лучше, чтобы это был человек не предвзятый, не корыстный, да, то есть человек, которому мы доверяем, то есть с очень высокой духовной платформой, чтобы мы понимали, что этот человек нас не обманет, как бы, то есть он нас не предаст доверия. И в то же время он не наложит какие-то свои вот корыстные интересы сверху, как бы, вот нашего момента, как бы, открытия, обнажения, как бы, своих самых сокровенных тайн, желаний, как бы, и вот этих вот вещей. Вот. И здесь функция вот этого человека, конечно, у нас выдернуть, да, то есть поднять вверх над вот этими вот краткосрочными желаниями, вот, которые заслоняют за собой большую цель. То есть вот эти вот как раз высшие смысловые уровни. А зачем я живу, а кто я такой, как бы, а что будет вообще со мной, с моей семьей, как бы, с этим государством, может быть, а что будет, когда я умру, да, зачем я живу и так далее, и так далее. То есть у любого здравомыслящего человека, как бы, рано или поздно он приходит к этим вопросам, на которые нужно отвечать.
Вот. И духовный аспект вот этого развития, он очень, очень важен. И коучинг, он здесь, ну, к этому близок. То есть, и на самом деле это даже можно совмещать, даже есть такое понятие, как духовный коучинг. Да? То есть, ну, конечно, человек, который этим занимается, должен быть на определенной платформе. На определенной платформе. Вот. Это можно делать и индивидуально, на самом деле. Для этого, вот, как я говорил, есть различные методы очищения, то есть есть медитация, есть молитва, есть аскеза. То есть аскеза — это выход за некую грань. То есть в любой традиции всегда были некие подвижники, либо аскеты. Да, то есть в христианской традиции это были святые отцы. Вот Иисус Христос тоже он показывал своим примером. Он уходил в пустыню на 30 дней, полный был пост у него, и он просто молился для того, чтобы как раз достигнуть вот этого вот прогресса духовного. Да? Вот. В Индии, в ведической традиции, то есть вся история, как бы все ведические писания, они изобилуют историями о том, как различные мудрецы, различные риши, вот, они уходили от мирской жизни, да, на какое-то время, может быть, или даже некий на очень большой промежуток времени, для того, чтобы достичь чего-то большего. То есть они пренебрегали комфортом и какими-то удобствами ради большей цели. Для того, чтобы обрести духовные знания, для того, чтобы соединиться с Богом, для того, чтобы понять смысл этого мироздания, да, для того, чтобы над этим всем возвыситься. И так или иначе, когда человек совершает вот это вот подвижничество, совершает вот эту аскезу, у него появляется духовная энергия, духовная сила для того, чтобы выйти за грань как раз, то есть для того, чтобы сделать вот этот вот вертикальный шаг вверх. Вот. Но для этого нужна сила. Другой способ для этого — это вот как раз обратиться к такому человеку, который уже там, то есть который уже на один шаг выше нас, да, или который может нас туда закинуть, на эту платформу. Вот. А здесь в коучинге, как бы в любых взаимоотношениях между людьми вот такого порядка, здесь есть правила наложения. То есть то, что не может, не зря в русской пословице говорится, что одна голова хорошо, а две лучше. Вот. И когда вот две силы накладываются, то есть получается некая синергия, то есть это уже 1 + 1, это не 2, то есть это 3, а то и больше, то есть это что-то уже нового порядка, какая-то вещь получается. В коучинге вот это работает точно так же, я могу это подтвердить своим опытом, да, то есть то, что к чему не может один человек прийти в обществе другого, когда тот ему задает вопросы, он достигает намного проще, намного легче, вот, и даже намного проще. То есть в обычных ситуациях это нужно было бы совершать какие-то аскезы, не знаю, как вот знаете, вот книга тоже была «Запас, доставляя счастье», очень интересная, тоже советую прочитать ее, интересно, про Тони Шейна, который за 8-10 лет создал компанию с нуля до 1 миллиарда 200 миллионов долларов, за которую он продал ее впоследствии Амазону, вот. И там у него был очень сложный период в бизнесе, да, и как раз когда он поставил все на одну карту, вот у него остались там одни апартаменты, и бизнес должен был рухнуть, как бы разориться там в течение 2-3 недель, если он не продаст эти апартаменты и не вложит эти деньги последние в этот бизнес, вот. И так получилось, что он уехал в Килиманджаро, по-моему, на гору, и там 2 недели забирался на эту гору, просто в отрыве как бы от этой ситуации. И то есть он писал в этой книге, что никогда в жизни таких усилий я над собой не делал. То есть это был выход как раз вот этот вот за грань. Вот. И когда он сделал вот этот прорыв, совершил вот эту аскезу, да, то есть накопил вот эту некую духовную энергию, соответственно, ситуация вот эта вот разрешилась. Это вот такой очень действенный способ в виде тоже лайфхакового. Вот. И здесь с этой точки зрения правильно обращаться к духовно зрелым людям. То есть я, прежде чем, опять же, начать заниматься коучингом, пытаться помогать людям, заниматься вот этой вот деятельностью, уже больше 5 лет, я думаю, да, занимаюсь духовной практикой, серьезно занимаюсь. То есть я интересовался всегда, но занимаюсь серьезно больше 5 лет. Вот. У меня есть духовный учитель, есть традиция серьезная, которой более 5000 лет. Вот. Есть духовная практика.
То есть я полностью отказался от употребления мяса, я не употребляю никакие виды наркотических средств, алкоголь, табак там, и так далее, и так далее. То есть это полный отказ от незаконных сексуальных отношений вне семьи. Вот, это практика очищения организма, то есть это посты, да, которые очищают организм. Вот. И я просто по своему собственному опыту могу сказать, что вот эти вот вещи, когда ты совершаешь, то есть сознание очищается, то есть и выходишь на некий как бы новый уровень. То есть по сути вокруг ничего не меняется, то есть ситуация, вещи, которые нас окружают, они такие же. Вот. Меняется просто понимание. То есть начинаешь видеть параллели, как бы начинаешь видеть немножечко глубже, такое как бы начинаешь замечать вещи, которые не замечал раньше, параллели, да, то есть такое более глубокое видение появляется. Вот. И здесь, конечно, очень строгие правила есть в нравственных вопросах, то есть нельзя присваивать того, что тебе не принадлежит, да, то есть подталкивать людей к каким-то, может быть, решениям, которые там необходимы тебе. То есть есть вопрос свободы воли, как бы к нему очень нужно трепетно и серьезно относиться, потому что каждый человек имеет право на свой собственный выбор, да, то есть и наложение как бы собственных интересов на его выбор, как бы тем более такой тонкий, это оттенок манипуляции, это достаточно серьезное преступление, да, потому что оно откидывает как бы и тебя, и человека, то есть потому что мы говорили о том, что человеку для того, чтобы двигаться эффективно, для того, чтобы достигать своих целей, ему нужно избавиться от чужих убеждений навязанных, потому что они, как правило, не резонируют. То есть человеку, чтобы двигаться эффективно и продвигаться, ему нужно воплощать свои желания. То есть люди приходят в этот мир для того, чтобы воплотить свои желания здесь, да, этот мир возможностей для всех нас. И каждый из нас имеет набор желаний, которые он хотел бы воплотить. Вот. И для этого и нужна эта жизнь. Для того, чтобы воплотить желания и двинуться дальше. То есть, если было желание купить квартиру, купил там какую-то компанию построил. А что дальше? Что за этим? В чем смысл? Что дальше? Вот. И как раз вот это вот движение духовное вверх к прогрессу, к Богу, как бы оно и является смыслом происхождения этой вселенной, смыслом происхождения того, что вокруг нас происходит. Вот. А коучинг — это просто как инструмент, который нам помогает достигать вот этих вот целей, помогает добиваться осознанности и двигаться по этому пути быстрее, позволяет не идти туда, куда нам не нужно, не тратить на это там годы жизни своей, да, позволяет масштабировать вот эту вот картину большую, видеть ее целиком, понимать, что я нахожусь вот здесь, вот я иду вот сюда, вот такими-то средствами, с такими-то людьми, ради вот этого, да, то есть вот это вот делает меня счастливым, как бы, то есть я развиваю вот эти вот таланты, завтра я буду здесь, послезавтра здесь, а вот это вот моя конечная цель. И вот это вот идеальное, эффективное движение. Вот. И коучинг, он как раз для этого, как ответ как бы вот этому современной цивилизации, современному обществу в отказе как бы от, может быть, отживших себя как бы вот инструментов вот этих вот церковных или храмовых, как бы, или еще что-то, да, то есть когда есть священник, там есть пастор, нужно к нему прийти, то есть это вот дядечка там в келье сидит, как бы он тебе там скажет, причастие нужно принять. Я не против всех ритуалов, как бы они все нужны, они помогают людям. Каждый выбирает то, что действует для него. Но вот это, к сожалению или к счастью, тот мир, в котором мы живем. То есть большинство людей от этого хочет по тем или иным причинам освободиться, да, то есть быть более независимыми. Но быть независимыми не значит быть тупыми. Вот это вот очень важно. Быть независимыми — это значит иметь возможность сделать выбор. А иметь возможность сделать выбор — это значит обладать знанием и обладать видением. Да, и инструмент коучинга, вот этот вот формат, он как раз для того, чтобы быть осознанным, обладать выбором и иметь возможность сделать этот выбор, понимая, где ты сейчас и куда ты идешь.